Приятный для кожи титановый сплав, ультралегкий и супертонкий дизайн, водонепроницаемость 10 атмосфер, мониторинг сна, анализ психической и физической готовности, отслеживание ЧСС и вариабельность пульса во сне. Измерение СПО2 и уровня стресса, поддержка подключения к умным часам MSFit, поддержка фирменного приложения, беспроводная зарядка, время автономной работы до 4 суток. И обо всем этом, разумеется, я прочел в рекламе к умному кольцу под названием MSFit Helio Ring. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам расскажу. Распаковка поставляется Xiaomi MSFit Helio Ring в белой коробке из тонкого картона. На упаковке есть название, изображение и краткие характеристики модели. Внутри данной коробки находится упаковка в виде шкатулки уже из более плотного картона. Упаковка хорошая, в комплекте само кольцо, удобная зарядная станция, кабель с Type-C на Type-C и документация. Вес зарядной станции 14,6 грамма, вес кольца в размере 8 3,7 грамма. Толщина кольца, к слову, 3,7 мм. Также в продаже доступен размер на 10 и на 12. Охват у размера 8 60,3 мм, размера 10 66 мм и размера 12 71,3 мм. Из-за небольшой путаницы с размерами я заказал минимальный размер, который рассчитан по большей части для женского пола. Но все же протестировать данную модель мне удалось. Напоминаю, что 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Как раз сегодня это и буду делать, прожаривая Samsung S25 Ultra на канале для стримов, так что приходите. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. И вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Когда Poco X6 закончится, их у меня осталось 3 штуки, начну разыгрывать Poco X7 Pro, которыми тоже закупился. Перейдем же к кольцу. Поставляется данное кольцо только в единственной расцветке, за что минус. Дизайн интересный, в целом кольцо выглядит аккуратно и неброско. Корпус выполнен из титанового сплава и смолы. Сборка хорошая. Ко всему, Helio Ring имеет класс водонепроницаемости 10 атмосфер. У меня во время использования кольцо из-за воды никак не пострадало. Для примера я окунул его в воду, но, разумеется, я бы советовал его снимать перед походами в баню или сауну. Также подальше держал бы его от соленой воды. Далее, на корпусе с внешней части можно заметить узор и отметку с тиснением для определения правильного положения. Во внутренней части находятся датчики, такие как датчик сердечного ритма биотрекер PPG, двухцветный светодиод плюс 2PD, датчик температуры, EDA-датчик, трехосевой акселерометр и трехосевой гироскоп. Что же касается удобства во время ношения данного кольца, к нему необходимо привыкать. Что сложно сделать из-за толщины этого устройства. Работая за компьютером, оно не мешается, как, к слову, и в повседневном использовании, и во время сна. Разумеется, во время тренировок с гантелями или чем-то подобным его лучше снимать. В остальных случаях дискомфорта оно не доставляет. Далее, подключается модель к приложению ZEP, синхронизация данных с другими приложениями доступна, но все в пределах возможного, так как некоторые приложения попросту недоступны в Российской Федерации, либо через какие-то программы только туда заходить. На главной странице мы имеем заряд в процентах, настройка функций для мониторинга здоровья, функция поиска устройства, обновление ПО мне, к слову, уже прилетало. Далее есть информация о устройстве, руководство по правильному ношению, советы, и в целом на этом все. Далее есть вкладка тренировки, в которой можно посмотреть журнал тренировок и включить одну из 4 тренировок: бег, ходьба, велосипед и беговая дорожка. Тренер ZEP, к слову, с данными устройствами не работает. Последняя вкладка — это результаты измерений показателей здоровья, и к плюсам можно отнести то, что кольцо можно использовать как дополнительное устройство для слежения за показателями здоровья в паре со смарт-часами от MSFit. И это прям супер идея, кстати. Что касается основного функционала, данная модель способна измерять пульс в автоматическом режиме с выбором интервалов, измерять СПО2 в автомате, мониторить сон и дыхание во время сна, автоматически считывать уровень стресса и мониторить эмоциональное состояние. Удобно, что есть подсчет калорий, поддержка ассистента по сну ZEP Aura и информация о готовности с учетом показателей основных метриков, таких как физическое восстановление, психическое состояние, пульс, вариабельность ЧСС, риск апноэ во сне, длительность сна, глубокий сон и температура кожи. Шаги данная модель тоже считывает, но с небольшим отклонением. Результаты измерений показателей здоровья довольно точны. Но опять же, это не нагрудный датчик, и если сравнивать с какими-нибудь бендами, к примеру, Xiaomi или Huawei, кстати, Huawei скоро 10 выгрузит, то кольцо выдает менее точные результаты, но разница невелика. Емкость аккумулятора 8 размера 16,5 мАч, 10 размера 18,5 мАч, 12 размера 20,5 мАч. Полный цикл зарядки кольца 1 час 30 минут. Время автономной работы, по моим наблюдениям, не больше 2,5 суток. В целом это неплохой результат, так как не каждый день приходится
придется его подзаряжать. Минусы: нет поддержки функции автоматического определения активности, одна расцветка, всего 3 размера и, разумеется, цена. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Вы этим очень сильно поможете проекту. Буду рассказывать вам, продолжать про такие штуки, которые вряд ли кто-то себе купит и вряд ли, наверное, кто-то будет их пиарить. Резюмирую. Xiaomi Amazfit Helio Ring — неоднозначное устройство. С одной стороны, очень даже отличный выбор, так как модель стоит намного дешевле, чем кольцо от Samsung. С другой стороны, кольцо, скорее всего, подойдет для тех, кто категорически не может носить смарт-часы или смарт-браслеты. Других ситуаций, когда кто-то захочет приобрести подобное устройство, я не вижу. В голове есть понимание того, что в кольце установили столько разных функций, но лично для меня это дело абсолютно бесполезное, так как смарт-браслет куда удобнее, имеет больше функций, стоит в 10 раз дешевле, отслеживает все лучше, и еще можно часы купить за половину стоимости, еще с возможностью оплаты. Зачем переплачивать тогда, непонятно. Это из разряда подарить такую игрушку кому-то, у кого все есть. С другой стороны, напишите, вам интересно подобное. Поэтому от меня девайсу нет. Спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.